уникальный, так же как отпечатки пальцев наших, как наша ДНК, или сетчатка глаза. Также уникально наше мировосприятие и восприятие вещей. Поэтому, ожидая от другого человека такой же взгляд на вещи, мы как бы обязываем его соответствовать нашему взгляду и одновременно лишаем его своей уникальности. Когда мы начинаем это обсуждать, получается, что мы видим с разных сторон это. И когда мы видим с разных сторон, нам не нужно доказывать, что наше видение, оно правильно, чье-то неправильно, что наше видение оно лучше, а чье-то хуже. Нам не нужно вообще как бы определять наше видение как правильно или неправильно на том уровне, на каком находится наш уровень интересов и восприятия не только вещей, но и отношений. То есть отношения тут также мы взаимодействуем с людьми из своего видения отношений тех же самых, да, из своего уровня. Всем привет! С вами Виктория Де Мора, и вы на моем канале о духовности. Как устроена наша реальность и почему мы часто не понимаем друг друга и не можем найти даже общий язык. Вообще это очень легко объясняется, потому что есть несколько слоев даже по описанию предмета. Если взять, не знаю, тот же самый фломастер, и человек, которому интересна, например, химия, он будет смотреть на этот фломастер, на то, из чего состоит этот фломастер, и описывать то, что из чего состоит этот фломастер, из каких химических элементов состоит этот фломастер. Другой человек, который, например, привык использовать этот фломастер как текстовыделитель, да, будет описывать его характеристики, которые касаются его функционала, по сути. Да. Это другой уровень. И есть люди, возьмем 3 варианта, да? Так вообще их множество. Есть люди, которые, например, любят красивые вещи, да? Люди творческие, которые привыкли, то есть они видят красоту. То есть люди, которые видят красоту, и они будут описывать этот фломастер, да? Какая у него форма, да? Какого он цвета, да? Как он органично, да, сочетается, когда он находится в руке. Да? Это еще один уровень. И речь идет всего лишь об одном предмете, но из-за того, что люди интересуются, имеют интересы на разных уровнях познания, это потому что это уровни познания предмета. То есть кому-то интересен состав этого предмета, кому-то интересен функционал этого предмета, кому-то интересна оболочка этого предмета, его форма. Да? И таких уровней вообще их может быть больше, намного больше. Это зависит от интереса человека. И получается, когда мы говорим о каких-то вещах, неважно о чем, да, обсуждаем работу, обсуждаем отношения, обсуждаем еду, обсуждаем, все что угодно, даже ту же самую фильм, книгу, вещи. Мы это обсуждаем, то есть мы воспринимаем это все, каждый на своем уровне. И когда мы начинаем это обсуждать, получается, что мы видим с разных сторон это. И когда мы видим с разных сторон, нам не нужно доказывать, что наше видение, оно правильное, да, а чье-то неправильное, да, что наше видение, оно лучше, а чье-то хуже. Да, нам не нужно вообще определять наше видение как правильное или неправильное, потому что оно просто на том уровне, на каком находится наш уровень интересов и восприятия чего угодно. Не только вещей, но и отношений. То есть отношения тут также мы взаимодействуем с людьми из своего видения отношений тех же самых, да, из своего уровня. Люди отвечают нам из своего уровня и взаимодействуют с нами из своего уровня. Взять тот же самый, если кто-то пишет какие-то
хейтерские, да, комментарии. Он пишет, потому что у него такое видение, и это его реакция, это его уровень мировосприятия, его уровень восприятия вещей. И мы не можем это определить, хорошо это или плохо. Другой вопрос, насколько нас это касается. Потому что почему нас касается тот же самый хейт или, допустим, похвала, наоборот. Да? Потому что мы хотим видеть какую-то реакцию, то есть ожидание. То есть мы имеем ожидание на любое взаимодействие. То есть мы имеем ожидание от других людей, от видения мира даже других людей, что они будут видеть то же, что видим мы в вещах, в отношениях, в жизни, по сути. И из-за того, что мы ожидаем от людей такое же видение, то есть это с одной стороны нормальное ожидание, потому что это в положительном исходе для всех лучше, да, если у нас совпадут видения, совпадут интересы, совпадут наши цели вообще, да, во взаимодействии. Вот. Это идеальный вариант. Но чаще всего получается, что видения отличаются, даже цели отличаются. Когда мы входим в отношения, один человек, для него важен состав или форма другого человека, да? А этому человеку не важен состав или форма, а этому человеку нужно что-то другое, понимаете? Этому человеку нужно, чтобы это органично соединялось, да, во взаимодействии. И из-за этого чаще всего рождается непонимание между людьми, потому что цели разные даже на те же самые отношения. Мы ожидаем от человека то, на что у нас направлен интерес, фокус внимания. Мы накладываем свой фильтр. То есть если мы любим химию и во всех вещах видим таблицу Менделеева, то в взаимодействии с другими людьми мы хотим видеть то же самое. Понимаете? То же самое. То есть мы хотим, чтобы люди тоже это видели и воспринимали вещи так же, как мы воспринимаем. Да? Допустим, на уровне химических элементов. Но в реальности этого не существует, потому что каждый человек воспринимает мир по-своему. Это грубое объяснение, да, с химией или с той же самой биологией или, не знаю, математикой, физикой, да, то есть у кого какой взгляд. Может, ты как художник смотришь, да, на вещи. Мне кажется, сколько людей, столько и будет вот этих вот фильтров мировосприятия. И по сути, из-за того, что мы накладываем ожидания на людей, а люди не оправдывают наши ожидания, они просто априори не могут оправдать наши ожидания, потому что наш фильтр восприятия отношений, вещей, жизни, он уникальный, так же, как отпечатки пальцев наших, как наша ДНК, или сетчатка глаза. Также уникально наше мировосприятие и восприятие вещей. Поэтому, ожидая от другого человека такой же взгляд на вещи, мы обязываем его соответствовать нашему взгляду и одновременно лишаем его своей уникальности. Вот, на этом, наверное, я закончу. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу взгляда на жизнь, на вещи и на уровне реальности, потому что то, как мы воспринимаем вещи, отношения и что нам важно, создает поле реальности, создает наш уровень взаимодействия. То есть чем больше совпадает факторов одинаковости, то есть конформизм, да, один начинает повторять за другим, и получается, что у нас совпадение, да, ты делаешь так, и я делаю так. Мы делаем одно и то же, и это один и тот же уровень вибрации, и мы объединяемся на этом уровне вибрации. На самом деле вот этот уровень вибрации — это пласт реальности,
который объединяет нас в зависимости от нашего мировосприятия, взгляда на вещи, наших ценностей, ну и много еще каких факторов. Это то, что пришло мне сегодня. Напишите, как вы воспринимаете вещи в вашей жизни и накладываете ли вы ожидания на других людей. На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Счастливого вам Нового года. Желаю вам встретить его с уже загаданными желаниями на следующий год. Планы не обязательно прописывать, но знать хотя бы, что вы будете делать первые несколько месяцев, желательно, потому что уже с 1 января энергия, она уже сейчас меняется. С 1 января она будет действовать еще сильнее. И говорят, еще с 21 января укрепится, как бы уже изменится как бы на 100%. Поэтому рекомендуют на 21, наверное, много, до 7 января рекомендуют уже загадать, пожелать, построить планы на будущий год, но чтобы они были реальными, потому что все, что вы успели до этого наработать в своей жизни, это поможет вам реализовать вот эти вот ваши планы. Ну и с переходом вас на вибрации любви. Подписывайтесь, ставьте лайки. С Новым годом. Пока-пока.